Мотор. Начали. Привет, друзья. На этом все. Видео закончено. Привет, друзья. Меня зовут Кристина, и это мой блог о вязании крючком. Данный формат видео для меня в новинку, вязальный влог. И если вам оно понравилось, пожалуйста, оцените его лайком и комментарием. Для меня это будет очень важно. В вязальных влогах я планирую вам рассказывать о своих проектах вязальных, то, что я вяжу сейчас, то, что я связала, на что планирую записать мастер-класс, и что у меня не удалось, что я связала, возможно, мне это не понравилось или это просто не получилось. Ну что, приступим? Начну я со своего, так скажем, неудавшегося проекта. Это топ. Я его увидела на сайте Манго, вот так вот он выглядит. Я уже его распустила и планирую сделать из него другой проект. Вот они чашечки, и вот они мотивы. Расскажу, что мне не понравилось. Во-первых, это, и во-вторых, и в-третьих, это чашечки. Вот так вот они выглядят. Здесь была еще обвязка. И скажу, что мне не понравилось в них, так это то, что они достаточно свободные. Несмотря на то, что я продела по бокам эластомерную нить, и пришила ткань, чтобы хоть как-то, так скажем, стянуть их. Пряжа все равно достаточно свободно сидит, то есть она не облегает, как ткань, а все видно. И при малейшем наклоне пряжа отодвигается и становится все видно, всю грудь. И это очень некомфортно и некрасиво, я бы так сказала. Но как данный топ выглядит в сборке, мне, конечно же, очень понравилось. Но единственное, что вот эти чашечки меня подвели. Даже если связать их, да, крючком большего размера, сама чашечка будет больше, но вот эти вот боковинки, они все равно топорщатся, и это выглядит не очень. Хотя есть одна такая мысль, чтобы в чашечку вшить чашечку от бюстгальтера. И грудь должна будет, по идее, утопать в этой чашечке, но боковинка, она как бы все равно будет топорщиться, но саму грудь не будет видно. И данный мастер-класс на этот топ у меня записан, его нужно только смонтировать. Если вам интересно, как его вязать, я его выложу на своем канале. Вязала я этот топ из Guzzle Baby Cotton, цвета у меня тут, как можно увидеть, совсем все разные, потому что я вязала из того, что есть, из остатков. И еще вот этот топ я хочу переделать, вот эти мотивы все распустить между собой и связать из них другой топ, по которому я также планирую мастер-класс. Еще есть такая идея, допустим, с такими же квадратами, только из другой пряжи и 100% хлопка, связать также резинку из мотивов, а чашечку связать вот такую, чтобы она была вот так. И это достаточно тоже будет интересно смотреться. Покажу, как выглядит вблизи данный топ. Мне он очень понравился и достаточно интересно выглядел. Здесь была еще такая обвязка. 5 столбиков с накидом и столбик без накида были вот между вот этими отверстиями. Смотрелось очень красиво, лямочки были тоненькие. И внизу вот она, эта обвязка у меня осталась, я ее еще не распускала. Но вот, к сожалению, что такая проблема у этого топа с чашечками, что они не облегают достаточно хорошо грудь. И при малейших движениях грудь становилась сразу видно. Чашечки я вязала крючком 3,5 мм. Вообще топ достаточно просто вяжется. Возможно, вы поймете даже без мастер-класса, как его вязать. То есть мы здесь начинаем, как вяжем мотив, только тут 3 воздушные петли в начале, когда мы делаем имитацию. Здесь вяжется по одной воздушной петле между столбиками. Здесь 3 столбика с накидом, в серединке 2 воздушные петли. И здесь сбоку 1 воздушная петля и столбик с накидом. Конечно, если кому-то непонятно, как вязать, и здесь также просто отступаются моменты, то есть здесь мы всегда вяжем, вводим новую нить сначала, а тут наоборот мы отступаем
в зависимости от ряда, да, 1, 2, 3, 4, в 4-е отверстие вяжем и так далее. Но если кому-то необходим данный мастер-класс на этот топ, он у меня есть, напишите, пожалуйста, в комментариях топ манго, и я его выложу на своем канале. Просто я не стала выкладывать, потому что посчитала это не особо удачным проектом, из-за того, что чашечки получаются таким образом. Но если вы найдете выход из этой ситуации, либо вставите в эти чашечки от бюстгальтера, и в них будет, так скажем, утопать грудь, то пожалуйста. Перейдем к следующему проекту. Это топ. Выглядит он вот так. Мне очень понравилось, и чашечка, которую я только что показывала, это от этого топа. И будут они, конечно же, выглядеть вот таким вот образом. Топ достаточно интересно выглядит и очень прост в своем исполнении, справится даже новичок, тот, кто уже умеет, я бы даже сказала, вязать столбики без накида, либо столбики с накидом или полустолбики с накидом. Вы можете этот топ вязать так, как вам понравится. Вязать мы его будем с помощью образца под вашу плотность вязания, то есть вы сможете связать данный топ на любой размер, который вас интересует. То есть вам не нужно будет подстраиваться под мою пряжу, из которой я вяжу, под мою плотность и так далее. И что мне нравится вязать по образцу, то есть да, вы постирали его, все измерили и вяжете, как вяжете вы, каким крючком вам удобно, какой пряжей и так далее. И в этом видео про топ я подробно все расскажу про вязание образца, как все рассчитать, как измерить и прочее. Я данный топ вяжу из пряжи Lana Gata, Cable 5. Цвет у меня, я не помню какой. Идет метраж 50 грамм, 175 метров. Пряжа мне нравится, ей крючком достаточно комфортно вязать, нить хорошо скручена. Мне понравилось, и вяжу я его крючком 1,5 мм. То есть вы также будете все подбирать под себя, под свою пряжу. Вот так у меня выглядит готовая чашечка для топа. Вяжу я ее из пряжи Lana Gata полустолбиками с накидом. Вы по своему желанию также сможете вязать хоть столбиками без накида, либо столбиками с накидом, то есть как вам нравится. Также топ вяжется очень просто, если у вас есть навык уже как держать крючок, как вяжутся столбики без накида, полустолбики с накидом, то, пожалуйста, этот топ вам идеально подойдет, можно сказать, для начинающего вязания из одежды. И, как я уже сказала, в этом видео про топ я подробно объясню, как связать образец, как сделать расчеты по образцу, чтобы связать на свой размер. И вот такой вот мой недовяз, который лежит. Я уже давно хотела его связать, снять на него мастер-класс. Очень миленький мишка получается. Но, к сожалению, как-то я выбилась из колеи, и он у меня до сих пор уже лежит несколько месяцев. Я не могу связать к нему туловище, и готова по факту только голова. И то даже по голове я не записала видео, к сожалению, и мне придется заново переснимать этот момент, показывать, как пришивать брови, нос и так далее. Но, думаю, осенью я буду снимать мастер-класс на Мишку, как только я закончу с моделями, с мастер-классами по одежде, и тогда будут уже игрушки на осень. Следующее у меня в планах это связать вот такой вот топ, либо вот такой топ. Это также топы для мастер-классов. Какой из них выбрать, пока я не знаю. Возможно, будет и тот, и тот. Узор одинаковый, но выглядят они по-разному, и не каждый сможет высчитать, как ему надо, допустим, чтобы уменьшать вот этот узор. У меня также связан для него образец, я потом покажу его поближе, как он выглядит. Два эти топа просто шикарно выглядят. Вязать я буду из пряжи Anna Twist. Итальянская пряжа, 100% хлопок, мне она очень нравится, из нее приятно вязать крючком. Нить хорошо скручена. У меня вот такой вот розовый цвет, Anna Twist, 318, вроде бы, да. Пряжа очень хорошая и приятная для крючка.
Эти топы мы также будем вязать по образцу, и вам не нужно будет подстраиваться под мою пряжу и под мою плотность. Вы будете вязать так, как комфортно вам. Также тут у меня уже 2 готовых образца. Также на будущие изделия. Такой вот узор волной мне прям очень понравился. Я думаю, в изделии это будет смотреться просто потрясающе. Достаточно просто вяжется, но очень интересно выглядит. И вот такой вот уже мой полюбившийся узор ракушки. В интернете, если посмотреть, очень много таких узоров ракушками. У меня плотные ракушки я выбрала. Можно было выбрать и другие. И вяжу я ракушками сверху вниз, чтобы внизу была вот такая вот волна, так скажем. Конечно, можно и сделать обвязку ракушками, но мне так нравится больше. Также этот узор достаточно простой, и его сможет связать новичок. Я стараюсь в видео показывать все достаточно просто, показываю медленно какие-то сложные моменты. Ну, бывает, где-то я забываю делать помедленнее и останавливаться. Но если это, конечно, важно для вас, пожалуйста, пишите в комментариях. Где-то нужно какие-то моменты выделять или нет, или вас все устраивает. То есть я стараюсь все равно всегда помнить о новичках, которые только начинают свой путь, и даже столбики с накидом я стараюсь показывать, как вяжутся медленно. Следующий проект — это такая вот жилетка, либо блуза. Мне очень она нравится, узор ракушки запал мне в душу. Также у меня образец уже связан, я уже все рассчитала. Начала вязание. Вот тут также я вяжу из Анны Твист, крючок 1,5 мм. Я связала только пока начала, можно сказать, так как у меня сейчас несколько проектов, которые в процессе вязки. Я рассчитала, это уже будет спинка. Вяжется он сверху вниз, чтобы вот эта волна была внизу. Вот таким вот образом. И вяжется он достаточно просто, узор легкий, то есть там ничего сложного нет. И мне нравится, что данную жилеточку можно будет связать как без рукавов, с рукавами 3/4, либо длинные рукава можно будет связать, как вам нравится. Я буду показывать в этом узоре, как делать прибавки, и вы сможете, допустим, рассчитать на рукав свои прибавки, сколько вам нужно, насколько вам хочется, чтобы он был объемный. Может быть, к концу, как это, что-то будет клеш рукав или что-то в таком плане. То есть там уже будет все на вашу фантазию. Хочу еще обратиться к начинающим вязальщицам, и не только к начинающим. У меня есть группа в телеграм-канале, ссылка указана в каждом видео. Вы можете подписаться. И, пожалуйста, если вы начинающий, вам нужно какие-то более подробные видео снять с какими-то узорами, как, допустим, разбирать схемы, вам непонятно, либо что-то еще, как вязать там тот или иной узор, пожалуйста, пишите туда, скидывайте фотографии. Если я знаю, как это сделать, и у меня будет возможность, я обязательно сниму видео разборов для вас, также которые я выложу в телеграм-канале и, возможно, здесь на ютубе. И у меня есть такая идея, мне нравятся какие-то узоры интересные, и я бы хотела снимать на них видео и показывать, как вяжется узор и как делается для него убавки и прибавки, так как это очень большая редкость, это тяжело найти, особенно есть достаточно сложные узоры, которые вяжутся в круг, либо просто по прямой, и человек не знает, как сделать убавки, а хочет очень связать, и это достаточно сложно. Не каждому узору можно просто понять, как сделать прибавку или убавку. И я также вот хочу вести такую рубрику, и вести рубрику по тому, как связать просто какие-то интересные узоры, то есть уже по прямой, без прибавок, убавок я показывать там в этих видео не буду, а просто буду показывать, как вяжется узор. Ищу я различные схемы в интернете, на Пинтересте в основном я люблю вдохновляться, мне очень нравится там работа.
Также вы можете, если вы нашли какую-то картинку, но не можете понять, как это вяжется, пожалуйста, вы можете скинуть мне это фото, и если у меня еще раз получится, то я сниму видеоразбор. Также хочу показать вам уже свой готовый проект, на что вышел мастер-класс. Это косынка крючком. Вяжется она вообще очень просто. Тут справится даже новичок, тот, кто только начинает. И я поняла, что это просто незаменимый аксессуар. У нас была аномальная жара, плюс 36 градусов. Просто мне не подходят не все панамки. И вот, допустим, панамка Прада, которая есть на моем канале, она мне совершенно не идет. Поэтому косынка для меня стала просто спасателем от солнечной жары. И чтобы не было солнечного удара. Она очень легкая, не ощущается на голове, голова в ней не потеет. Связана она из Guzzle Baby Cotton, и мне она очень понравилась. Я планирую связать себе еще в разных цветах и другие такие косынки. И я планирую также выпустить еще несколько мастер-классов по косынкам. Из цветочных мотивов, скорее всего, они будут. И косынка — это очень модно и стильно в этом сезоне, и я думаю, в следующем тоже будет. И незаменимый аксессуар. В общем, девчонки, вяжите себе косынки, очень стильный, модный, а главное, удобный аксессуар. Панамка — это следующий проект, детская, с ушками. Но она не обязательно должна быть детской, может быть так и взрослой, так и детской. Вязать я ее буду из рафии Испи, мне очень нравится рафия. Из нее приятно вязать, она мягкая. Перед вязанием я ее отпариваю. В этом я рассказываю вроде бы в каждом своем видео, где вяжу из рафии. Мне удобно ее сначала отпарить, она становится такая более воздушная, широкая. И петли из нее, когда ее отпариваешь, они тоже такие воздушные становятся и объемные. А если ее не отпаривать, то, как по мне, петли достаточно такие, ну, худенькие, скромненькие. А так, мне нравится, как выглядят из нее столбики. В общем, здесь справится тоже новичок. Я буду в мастер-классы давать информацию о том, как сделать расчеты, чтобы связать на любой обхват головы. Ушки будут вязаться на любой обхват одинаково, независимо от того, и начинаться тоже они будут в начале одинаково, независимо от размера. Тут тоже все достаточно просто, вяжется она по спирали, нет никаких соединений и всего прочего. В описании под видео к панамке, как всегда, будет написано, как делать прибавки, то есть в каком порядке. Тут у меня отмечено было маркерами, где начинается ушко, где заканчивается. Вам это не нужно будет, только, возможно, вам нужно будет где-то смотреть внимательно, чтобы ваши прибавки всегда были в прибавку из прошлого ряда в ушках. Я могла, может быть, где-то ошибиться и написать неправильно, то есть всегда все равно нужно перестраховаться в этом моменте. А так панамка вяжется достаточно просто. И вот мой последний проект — это юбка, связанная крючком. Это узор тут тоже ракушки. Я покажу потом поближе, как это выглядит. Она с разрезом, связана из пряжи Anna Twist, цвет 318. Я выбрала вот такой вот, можно сказать, розовый цвет Барби. Мне он очень нравится. На лето всегда как-то хочется яркие цвета, особенно у нас в Сибири оно длится не особо долго, как бы хотелось. Хочется оторваться по максимуму в цветовых решениях и что-то такое интересное выбрать. Мне юбка очень нравится, нравится в ней ходить, хотя если держать ее по весу, в отличие от ткани, она потяжелее. Но это на ношение никак не влияет, когда ее носишь, ее в основном не чувствуешь. Вязала я ее 2 недели, за эти 2 недели я вязала только ее, мастер-классов я не снимала, поэтому на канале пока что ничего не вышло по мастер-классам. И я решила сейчас записать вот этот вязальный влог, чтобы рассказать вообще о своих проектах, и что я никуда не пропала, я вяжу, я тружусь, я что-то стараюсь сделать. То есть это тоже такой, особенно в одежде, нелегкий процесс, мне нужно связать, посмотреть, как это получилось, примерить.
Если это не получилось, то я это перевязываю и потом уже снимаю. Как вот у меня получилось, допустим, с топом из манго, который я увидела, мне понравилось. Я его вязала и записывала мастер-класс. И потом, когда уже у меня готовое изделие было, я его примерила и всячески, так сказать, пыталась сделать его лучше. Но у меня ничего не получилось, и я его отложила и просто распустила, но записи у меня остались. Также это бывает не только с топом, но еще с другими изделиями. И вот, юбку я вязала 2 недели. У меня получилось выкрыть только 1 день, чтобы я вязала ее в течение 10 часов. В остальные дни у меня так не получалось почему-то сделать, хотя у меня свободный график и постоянно все равно были какие-то дела. Если бы можно было вязать, конечно, каждый день по 10 часов, я бы связала ее за 8 дней. Но я так себе ставила срок 2 недели, и в него я, можно сказать, уложилась. Вообще у меня есть планы на то, чтобы связать мастер-класс на юбку, но только не на такую, я не знаю, будет ли она длинная или нет. И вообще я очень бы хотела еще связать сарафан на лето. Но в этом сезоне не знаю, насколько я успею, потому что много идей для съемки, что бы я хотела снять. И, к сожалению, руки всего 2, и времени в сутках не так много, как бы хотелось. Но я постараюсь по максимуму вместить свои летние планы по мастер-классам, то, что бы я хотела снять и выпустить. И я надеюсь, это у меня получится. То, что я вам показала сейчас, помимо юбки, это все те мастер-классы, которые я хочу выложить, то, что я хочу связать. Но, надеюсь, в месяц у меня будет получаться выкладывать по 2 мастер-класса, так как еще вязание одежды — это достаточно такой небыстрый процесс. Сумку вязать гораздо быстрее. У меня и были планы на сумки, но пока у меня в приоритете это вещи. Я вам уже про все рассказала, то, что я спланировала, то, что у меня не получилось. И если вам понравилось данное видео, пожалуйста, оставьте свои лайки и комментарии. Для меня это очень важно, и это поддержит мой канал. Ну и юбка. Это мое первое такое большое изделие из одежды. Очень мне нравится, тоже такой узор интересный. Тянется резинка хорошо из Анны Твист. Пряжа приятная, мне понравилось, и носить ее на теле комфортно. Также у меня есть топ из этой пряжи, таким же узором. И мне нравится, как она сидит на теле. Очень хорошо, у нас было плюс 36, и я бы не ощущала в этой одежде какой-то жары. То есть благодаря еще узору, что он такой ажурный, воздух гуляет между узором, так скажем, и все очень комфортно. Но по сравнению, конечно, если смотреть тканевые юбки, они полегче, это немного потяжелей. Но я бы не сказала, что это ощущается прям как-то при носке. Ощущаю я это больше всего, когда просто беру ее в руки и чувствую вот этот вот вес, что она тяжеловатая. При носке я этого не ощущаю. В поясе я также протянула здесь эластомерную нить, чтобы он не растягивался, как бы еще возвращался потом назад. В общем, юбка и пряжа мне очень понравились. Мастер-класса на данную юбку я не планирую. У меня есть в планах мастер-класс только на осеннюю модель юбки. Она будет совсем простой. Английская резинка, по-моему, называется этот узор. То есть справится даже новичок. И также там будут выданы расчеты, чтобы вы смогли на свой размер, точнее, связать изделие. И на этом все. Вот они, все изделия, которые я бы хотела показать вам поближе. Спасибо за просмотр.